Для меня спальное место, для ребенка моего любимого. Голова к голове бы мы с ним бы спали. У меня муж украл ребенка. А почему? Но он считает, что я алкашка. Поэтому за ребенком присматривать не можете. Я тебе говорил, пока ты не бросишь бить. Ты его не увидишь. А я пью. Ты его и не увидишь. Вы все-таки прибухиваете. Это было давно. Она постоянно пьяная. Не ты ли на пиво подсадил? Я тебя не подсаживал никогда. Ну, у Богдана все есть для его развития. Ему такая мать не нужна, алкашка. А если она пить перестанет, отдадите? Она перестанет. Да она никогда не перестанет. Пока она с тобой не связалась, она была нормальная. Но она не сможет вернуть ребенка, если не прекратит пить. Постоянно вот такое. Она сейчас что, с похмелья опять с запахом. У меня вот здесь было все синее. Я тебя не трогал. Единственное, что я тебя придушил. Мы очень любим друг друга. А Андрей-то справится с воспитанием? Ну там Юля хорошая, Ну да? там и я, и Юля. Юля, идите в студию, пожалуйста. Добрый день! Но ни для кого не секрет, что, конечно же, новая метла по-новому метет. Ну, сначала мужа увела, потом ребенка. Ну вот захотела она начать жизнь с чужого ребенка. Не с чистого листа. С чужого ребенка. Удалось? Узнаем. Сегодня в нашей студии Елена Красильникова из Челябинской области. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Юля. Что у вас случилось? Рассказывайте. У меня муж украл ребенка. И мне не показывает. Как давно Как это бы мы- произошло? Это произошло 4 февраля. И он не дает вообще с ним общаться? Нет. А как так получилось, что он у вас его... Ну, давайте так, он же отец? Да, мы официально украл, а еще забрал? в браке. Ага. Так, но он имеет право на ребенка. Он имеет право, но и я же тоже имею право ребенка своего видеть. Конечно. Свою кровинку, свою рыбоньку. Я без А него при не каких могу. обстоятельствах? Помогите, пожалуйста, При каких мне его обстоятельствах? вернуть, я вас умоляю. Давайте мы сейчас плакать перестанем, будем на вопросы отвечать, чтобы вы могли помочь. При каких обстоятельствах он у вас забрал ребенка? Я с Челябинска. В Челябинске снимали квартиру. Кто? Мы с мужем, но он от меня ушел. На данный момент он не смог оплатить. Мне сказали, что меня могут выселить зимой с ребенком на улицу. Так. А мне знакомая как бы предложила свой дом в Косогорке. Мне пришлось уехать туда, потому что я для ребенка как бы все, я не хочу на улице остаться. Своего жилья нету. А вы не работаете? Пока нет. То есть вам заплатить самой было нечем? Нет. Так, и вы поехали в этот дом, и чего там произошло в этом доме? Я познакомилась, там тоже жил их не друг, как сожитель. Мы с ним поругались, я позвонила То есть у своему... вас появился сожитель? Да. Хотя вы не развелись еще? Нет еще. Ага, то есть жили вы, сожитель ваш новый и ребенок? Богдашечка. да. Ага. Живем втроем, было все нормально. Ну, немножко мы поругались. Я позвонила своему мужу, сказала, забери нас отсюда. Он тут же в этот же день, 4 февраля в 9 часов вечера приехал. Так. Но он сказал, что я тебя сейчас не могу забрать. Ага. На данный момент он забрал Богдана, и все. А почему вас-то не мог забрать? Потому что у него другая женщина появилась. Он с нами уже до этого полгода не жил. Понятно. Но это было не первый раз, то, что когда он уходил, и сыном он не интересовался. Мгм. И в этот раз он забрал Богдана, обещал за вами вернуться, за вами не вернулся. Не вернулся. И сына не отдал. Не отдает. Сказал, и говорит, я тебе не отдам его, и все. А почему? Ну, он считает, что я алкашка. А вы пьете? А вот сейчас Богдана нету, как бы у меня смысла жизни такой нету, да, я иногда могу. А вообще не пьющая? Нет, у меня был первый брак, у меня 2 детей, я вообще не пила. С Андреем как бы встретились, он подсадил меня на пиво. То есть вы пивасиком балуетесь? Ну, баловалась, да. Сейчас на данный момент как бы уже все. Я хочу вернуть сына, Я купила за материнский капитал квартиру. Ага. У меня для ребенка сейчас в этой квартире есть все. И вы хотите забрать Богдашу, жить в этой квартире вашей новой? Да, с Богдашкой Вы вдвоем. так скучаете по нему, да? Очень. Я не могу. Я смотрю, вы фотографию увидели и сразу плакать. Это мой смысл жизни сейчас самый маленький. Я 2 воспитала. Одному 28, другому 22. Внучка есть.
А у вас же еще, я так понимаю, Богдана вы назвали Богданом, потому Богдан что, я назвала, потому потому что долго что не получалось. 3 раза у меня не получалось, у меня сердцебиение останавливалось. Мы с Андреем пробовали. Но на 4-й раз у меня получилось. И когда я его родила, я назвала Богдан Богом дан. Это правда, что он мне Богом дан. Поэтому я его очень сильно люблю, свою рыбулечку, мою красотулечку. А давайте посмотрим, как вы с ним раньше жили, когда были вместе. Давайте. Да люблю я тебя, сына. Была б ты моя деловуша. Маргаша. Ты наелся, что ли? Ты наелся? Молодец, умничка. Ваш муж обвиняет вас в том, что вы бухаете, и поэтому за ребенком присматривать не можете. Вы хотите, послушай, вы хотите вернуть ребенка, и при этом говорите, пока его нет, я бухаю. Вы понимаете, что это замкнутый круг? Я же не каждый день вот так бухаю. Ну а мы-то откуда знаем? А муж говорит, что вы алкашка прям, да? Да. Ага. Хотя он сам каждый день пьет. Слушайте, в тот день, когда он приезжал забрать у вас сына, когда вы поругались с сожителем, вы трезвые были? Да. А что же ругались тогда с сожителем, если трезвый был? Ой, я уже не помню, что-то из-за чего. А мы этот ваш прибулдыга? Ну, можно сказать, что так. Звонок посреди ночи. Приезжай, забери нас отсюда. Бухой мужик какой-то. Вы явно не трезвые. Нет, она трезвая была. Я Нет. трезвая была. Вы Нет, трезвые были. не верю. Я ей верю. А я нет. А я да. Взял ребенка и уехал. Правильно? Правильно. Ну, на данный момент я ему не отдавала, мы с ним подрались, он меня чуть ли не задушил, у меня синяки были. Я на него написала заявление. На Ах, кого? вот как было. Да. Подождите, так он приехал, вы же сами его попросили. А когда он Ну, стал он забирать только то, что ребенка, вы его... Богдана, он одного стал забирать. Я ему сказала, я тебе Богдашку не отдам. Забираешь нас двоих. А, то есть вы еще и подрались. Мы подрались, да, с ним. Объясните мне, пожалуйста, почему вы не развелись-то? На данный момент у меня на разводы нету денег. Он сказал, что сам подал. А сколько развод стоит? 5000. 5000 за свободу? Да. А вы к этому мужику целенаправленно ехали или у вас потом все Мы как сложилось? квартиранты жили. А потом искра пробежала? Нет, не искра, мы так же как бы и жили. Мы в зале с Богданом, он на кухне. Ну, вы с ним спали? Нет, не спали. Ну как с сожителем, как соседи. Не, ну Ну, сожители лучше- это те, которые спят. Нет, как соседи, значит, неправильно немножко сказал. А, ну вот, вы нас ввели в заблуждение. Мы-то думали, что это ваш новый мужик, а это просто сосед. Понятно. Но вы нам сказали, что сейчас вы одна живете, без этого Я заблуждения. живу одна, да. Давайте посмотрим, как вы живете и где ждете сына. Вот эти 2 комнаты купила я своему сыну на материнский капитал. В эту комнату я захожу, чтобы вспомнить о своем любимом сыночке. Тут напоминает полностью все меня о сыне. А это костюмчик я покупала ему, старшему сыну, на свадьбу. Все просто были в шоке. Я не пожалела, да, деньги. Вот такое чудо у меня было. А здесь у меня вещи Богдашкины зимние, осенние. Здесь летние. Это вот у него игрушки. У ребенка здесь полностью от А до Я. А в этой комнате у меня здесь все устроено, чтобы я проживала с Богданом. Здесь у меня туалет, где мыться. Там у меня зал. Для меня спальное место, для ребенка моего любимого. Голова к голове бы мы с ним бы спали. Я не сплю, я толком не ем. Я иногда просто, не то что плачу, я иногда просто ору. Я его хочу обнять. Ты моя рыбулечка, малипуська моя.
А теперь пора Андрея послушать. Зачем он забрал ребенка? У него же какие-то аргументы есть свои? Вы его, кстати, давно не видели? Давно. Андрей, идите к нам. Здравствуйте. Я тебе ребенка никогда не отдам. Ни при каких обстоятельствах. Я тебе говорю, пока ты не бросишь бить. Ты его не А я увидишь. пью. Ты его и не увидишь. Да? А ты Ольгу бросил, и ни алименты, ничего и не платишь. Да ты что? Ты Ольгу здесь не трогай. Ты сына лучше своего возьми, Так которого ты ты ни хрена не воспитала. Когда я приехал забирать, какой он был? Какой И он трезвая был? ты была. Так, вы зачем у матери ребенка забрали? А потому что она позвонила мне и сказала, что забираю, он мне надоел и тому Такого подобное. не было. Было. Не было. Есть аудиозапись. У меня тоже на тебя много аудиозаписей. А она пьяная была, когда вы забрали ребенка? Да. Ты Она чё была обманываешь? в сильном алкогольном состоянии опьянения. А как я с Поэтому у тобой, нас интересно, получилась дралась-то? Скажите Как мне, я с тобой, пожалуйста. интересно, дралась в алкогольном? сейчас, Лен, дайте поговорить все-таки с вашим мужем. Скажите мне, пожалуйста, это правда, что когда она примет, она вам голосовые шлет разные? Да, правда. А вот давайте послушаем, какие. Андрей, не будь козлом, пожалуйста. А то ты будешь не то что козлом, ты будешь... Понял? На «вы» меня будешь называть. Еще сосунок. Да, когда ты звонила, я выпивала. Сейчас я уже давно не пью. Зачем тебе Богдашкины документы и мои? Я тебе отправлять ничего не буду. Узнаю, где ты живешь, тебе будет точно хана. Не я буду уже вычислять, а другие. А ты что с сыном-то не приехал? Давай забирай его, или твоя проститутка не хочет. Он мне... Слушай, так ты, если что? И что ты меня отклоняешь? Забирай его. Солнышко ты мое, я тебя люблю до сих пор. Забери меня, пожалуйста, отсюда. Пожалуйста, я тебя прошу. Подождите, так вы его любите до сих пор, что ли? Нет. А в голосовых говорите, что любите? Вы же сами просили в голосовых забрать сына дважды. А он сказал, что приедет в гости. Ну, Вот А он и не взял его в интересовал, гости. Он не приезжал. ну так и не приехал, и бог с ним. Вы же сами настаивали сначала, чтобы он забрал сына. Потом вы ему сказали, что вы его тоже любите. это было давно. И меня забери. А вы его больше точно не любите? Нет, Обычно бывших по пьянке любят. нет. Ну вот ты типа сидишь такой, думаешь, нет, давно эти все бывшие надоели. Как только прибухнешь, сразу рука к записной книжке сама тянется. У тебя так, да? Нет, я просто... Я сделала вывод, что вы все-таки прибухиваете, потому что бывшим только по пьянке звонят. Это было давно. Ну, то есть прибухивали Вот эти- давно. Давно. Скажите мне, а когда вы последний раз прибухивали? Я уже не помню даже. Да? Да, это было давно. Я вам потом напомню в конце программы. А ты Вы знаешь? нас очень повеселили. Мы хотели вашей помощи добиться, а вместо этого вы по всему городу от нас ноги делали, потому что не хотели, чтобы мы вас бухой видели, нет? Нет, я тогда трезвая была. Да, конечно. А чего вы смеетесь? Да потому что она постоянно пьяная. Все время? Чтобы когда она это была началось? трезвой. Когда это... А как вы с ней жили-то и зачем? Нет, когда это началось-то, скажите? А вы Ну, же это когда началось, когда Богдану 2 года исполнилось. Когда я с ней познакомился, и до 2 лет рождения ребенка все было нормально. А на данный и момент не пи- ты ли ну, на пиво она подсадила, выпивала. а? Каждый Нет, день не я. покупал? Не я. Да? Поверь. А кто? Не знаю как. Я тебя не подсаживал никогда. Я тебя не связывал и не заливал. Тебе бывшую напомнить, Таню? А Что? что с бывшей? Что? То же самое. Ты также ее спаивал. Да ну? Да. Я же всех спаивал. Да. Да. А почему у тебя столько женщин, и ты ни одна долго ни с кем не живешь? Скажите мне, пожалуйста, а вы сейчас, я так понимаю, не даете ребенку с мамой видеться, да? Да, не даю. А почему? Ну, потому что она присылает голосовые в 2 часа ночи, в 3. Ребенка требует в алкогольном состоянии. Ну, Как и я она могу? скучает, она же мама. Ну, она не в 2-3 часа ночи. Подождите, она но бывает она только вечером... его фотку видит, начинает рыдать. Да это не она рыдает, это водка рыдает в ней. Это алкоголь в ней рыдает. Это не она сама. Она А сама почему бы, ты на полгода когда уходила бы и она не была приходила? трезвая, Я с если вами бы... могу согласиться. Скажите, вот, у вас какие дальше-то планы? Вы что собираетесь делать? Я хочу лишить ее материнства и развестись с ней. Понятно. А какие у вас основания для лишения? Ну, потому что она постоянно пьяная, и ребенку будет угроза жизни вместе с ней.
И вы готовы в суд выходить и доказывать? Да. это? Понятно. Серьезно? Ладно. Да, серьезно. Давайте так. Вы же не видели Богдана 3 месяца уже, да, Лен? Да. Давайте мы посмотрим все вместе, как он сейчас живет. А у вы папы. выдержите вообще? Ну, нальем, если не выдержит. Не надо, спасибо. Вот наше маленькое уютное гнездышко, где мы живем. Это квартира Юлина, но у нас как бы нет такого, что раздельно что-то ее, что-то мое. У нас все общее. Вот наш король Богдан Андреевич контролирует, как мама убирается, да? Чё, мама как справляется, сына? А вот моя Юля. Она, как обычно, пришла с работы и трудится опять. Я очень рада, что в моей жизни появился Андрей. И вот этот маленький человечек – это мой сын Богдан. Живем мы нормально, уютно. На этом диване спит мой старший сын, а здесь спим мы. Пока втроем Богдан с нами спит. В тесноте, да не в обиде. Чё, я тебе помощника оставляю? Я пошел на кухню. Мама! Я буду мыть окна. Ты будешь? Да. Со мной? Не, мама. Я? И ты давай мне брызгать туда, я буду мыть. Я люблю чистоту. И ребенку стараюсь это привить. Так? Все, помыл? Да. Пойдем пыль вытирать? Сына, пойдем салатик делать? Нет, нет, не так. Не так, сынок. Вот так. Раз. Дай. Вот так, вот молодец. Ну, как бы вот так вот и живем. Он уже с нами 4 месяца. Когда его забрал, он вообще не разговаривал, был как Маугли. Ну, а в данное время вот какой. Общительный, помощник. Ну, у Богдана все есть для его развития. Помогаю ему осваивать новое, что ему мама не присвоила в свое время. Мы будем бороться за него. Ему такая мать, Богдану, не нужна алкашка, которая променяла ребенка на бутылку. Постараюсь заменить ему маму. Мы очень любим друг друга. Ну, считаю, что мы очень сильно дружная семья. Видно, что мама любит ребенка, это очевидно. Вот просто вас убивает алкоголь, и вы должны думать не о том, как сейчас вернуть ребенка, а как вам сейчас получить это исцеление, обратиться в компетентные органы, да, чтобы просто избавиться от этой зависимости. Ребенок сейчас, в принципе, вы видите, что он в безопасности, одет, обут, сыт, здоров, развивается согласно своему возрасту. И сейчас все силы направьте на то, чтобы улучшить себя. Но и надо... вы сказали, что вам Господь дал ребенка, это чудо, и вы назвали его Бог дан. Не подводите ни ребенка, ни Творца. А у вашей этой нет детей? Есть старший сын, 17 лет, Данил. Он с вами живет? Да. Ну, Можете короче, ваш вопрос один, задать? ее один. Можно вопрос ему задать? Да. А почему Богдан не разговаривал? Потому что ты при ребенке меня избивал. При ребенке когда? Когда ты меня чуть ли не задушил, когда ты забирала его. Когда он я забирал? напугался. И Когда после я этого забирал? он вообще не стал Когда разговаривать. я забирал, ты мне и куртку порвала, и все. Ты не давала мне ребенка. В Извините, каком ты почему состоянии была? я должна лежать, чтобы ты меня убивал? Елена, послушайте меня, пожалуйста. Я еще раз вам этот вопрос задам. У вас есть проблемы с алкоголем? Нету. Вот пока вы будете так отвечать, его план абсолютно реален. Абсолютно реален. Я купила квартиру. У вас, послушайте, у вас не отнимут ребенка только в том случае, если вы добровольно и легально пойдете лечиться. Принесете справку, Да, что вы вылечились. да, ради ребенка пойду. Хорошо. Я пойду на Хорошо. все. Это все, что я хотел услышать. И вам еще повезло с вашей подругой, как я понимаю, с Анной, которая приехала вас поддержать в эту студию. Давайте ее позовем. Добрый день. Здравствуйте. Андрей, ты зачем обманываешь всегда? Пока она с тобой не связалась, она была нормальная, у нее была хорошая семья. Да. Да? А когда с тобой связалась, вы пошли по всей Челябинской области, ты таскал ее по всем деревням. Потом в Челябинск приехали. Вы сколько квартир сменили? А зачем он ее по деревням таскал, по квартирам таскал? Это для чего? А по деревням, ну, они устраивались работать фермером. Вот. И, в принципе, я ее знаю 20 лет. Она была совсем другим человеком, пока вот она с ним не связалась. А что с ней произошло-то, когда она с ним связалась? Вот когда я его увидела первый раз, я ее спросила, я говорю, это что такое, что за бомж рядом с тобой? Он жил вот
У нас есть такие места, где вот живут алкаши, Так, бладхаты. Вот. ага. Он жил там, он ее туда потащил. А он выходит вот за счет женщин. Вот он нашел хорошую женщину, заморочил ей голову, и уже ребенка мамой называют. А, то есть вы имеете в виду, что его нынешняя, вот эта Юля, что она, в принципе, женщина-то хорошая, просто он ей наверняка. голову запутрил, да? Конечно, так же, как и ей. Ну, Он ей же ее это тоже из семьи увел. Да вы что? Конечно. У них была хорошая семья с мужем. А, вы что, мужа бросили из-за него? Да, из-за Да, него. я его полюбила. Сейчас речь идет о ребенке. У него главная претензия, что она пьет. Она признается, что она пьет только из-за того, что у нее якобы нет ребенка. Но она не сможет вернуть ребенка, если не прекратит пить. Вы можете ей, как подруга, это объяснить? Обязательно. Я давно говорила, что надо завязывать с этим, что надо лечиться. То есть все-таки вы тоже признаете, что у нее эта проблема есть? Ну Просто да. вы считаете, что корень этой проблемы это вот этот вот товарищ, да? да. Что как она с ним связалась, пошла по этим деревням шарохаться, Да. он ее за собой таскал, и они там вместе Ну прибухивали. вот теперь везде. смотрите, Да-да. теперь этого раздражителя нет, а есть битва за ребенка, и она продолжает пить. Его А нет. он-то нет. Смотрите, хитренький какой. Хорошая женщина попалась, значит. Ну, про женщину мы чуть позже, а пока давайте услышим наших главных экспертов, соседей. Сказать, что сильно пьет, я не могу. Иногда, да, было. Вот особенно, когда он объявил, что он уходит, ну, депрессия была у меня. Но то, что он ушел, оставил ее с ребенком. Надо было платить за квартиру, денег, естественно, нет, и у них там вот эти вот разборки были. Но она не была пьяной, она была выпившей, да. Ребенка кому? Отцу, матери? Вот какая бы она ни была, но она мамка. Она все равно будет за него биться. Он все равно найдет себе женщину, а чужой женщине ребенок не нужен. Ребенок, мне кажется, что был один, я так думаю, потому что на балконе все время, ну как, внизу все время были игрушки разбросаны. А где Андрей тогда был, если... На работе он все время работал, зарабатывал деньги. А Лена чем занималась? Лена с ребенком сидит. Иногда шумели там они. Видимо, он ее ругал, что приходил там, что ребенок такой. Он все с балкона кидал. Пепельницы, обувь, игрушки свои. За ним вообще не было присмотра. Мы так понимали, что вообще не было присмотра за ребенком. Как он там один на балкон ходил или что. А с ребенком? Я видела ее один раз, сама с ребенком, вот она выходила гулять. Ну какая-то, знаете, я поняла, ну и такой вид какой-то, или пьяная, или не пьяная. Нет, вот такие вот глаза. Что-то вас недолюбливают соседи-то. Но игрушки он выкидывал, то там была решетка, да, он бывал, что выбегал туда, выкидывал игрушки свои. Потому что ты пила и не смотрела за ребенком. Вот это не он надо у тебя говорить. бегал, кушать просил, ты его обзывала, Ребенок матами его вообще-то крыла. всегда сытый. Ребенок бегает по дому, когда она пьет, полностью, без трусов, без ничего, в чем она его родила. И занимается чем попало. Чем я попало? тебе сказал, я тебе ребенка не Чем отдам. попало, я занимаюсь. А если она пить перестанет, отдадите? Она перестанет? Да она никогда не перестанет. Почему? Вы ж Потому что перестали. знаю я ее хорошо. Ну вы же перестали. А я и не выпивал. А как Я, это? да, и выпивал. Извините, каждый человек выпивает по праздникам. Вот дайте Это не мне по хоть одного. праздникам, это было каждый день после Да, да, работы. да. У нас в студии сегодня мама Андрея. Любовь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я знаю, что вы были против брака вашего сына с Еленой. А почему? А потому что она сразу пришла знакомить уже под датой. И права начала качать, начала законы ставить. И что ты врешь про квартиру? За квартиру было уплачено до 31 января. Ты сбежала 20 января. Он должен еще заплатить за коммунальные услуги Врешь, 10 уже тысяч. Все уплачено было давно. Ты сама сбежала. Вадима ты нашла по интернету. И с ним ты туда уехала. По интернету я никого не искала. Не надо врать. То есть вот тот сосед, А вы который откуда знаете? сосед, он Да, на самом деле... это сосед. Он Да, на самом вот деле это. не сосед, верно? Нет, нет, это Вадим не сосед. То есть они спали все-таки? Да, и Андрей приехал за ребенком, Вадим пришел с работы и сказал, она целый день его не кормила, как еду он ставил, ну где-то там варил, не знаю,
накрывал крышку этим полотенцем, так все и стояло. Любовь Петровна, ты мне свечку Всё. держала, что я с ним Не спала? знаю я, что ты держала. Ну где. вот Я когда тогда- приехал ребенка забирать, Рот твой Вадим закрой. был трезвый, а ты в нулевом состоянии. Я была вообще-то в нормальном состоянии. да. А она сказала наоборот, что Вадим был это... Вадим Он был совершенно выпивший. трезвый был. Совершенно. Он на работе Он мне с помог работы. ребенка даже одеть и посадить в машину. А-а. Потому что вот эта вот женщина не давала мне его. У нас, говорю, произошла потасовка. Она Она мне сказала, еще что вы ее чашку душили? об голову разбила. А она сказала, что вы ее душили, и у нее Я вся ее шея не в душил, синяках. я ее левой рукой Ты меня завалил на душил. диван и в области горла просто придержал. Потому что так, как она дралась, кидалась, и ребенок Андрей бедный Олегович, боялся. ты вот это вот давай не говори. Ты душил. я всё Я расскажу. почему А зачем пошла ты в так полицию, врешь, написала такую тебе ерунду заявление, наговариваешь? Ты подала А ты когда прав- заявление? Ты правду Какого говоришь. числа? А ты мне сколько лапшу на уши Какого вешал, числа что ты подала? заберешь в Челябинск, Почему снимешь ты квартиру, сразу и не ты будешь... пошла и не сняла побои? А надо потому было. что их не было. Были. Не было. Я тебя Были. не трогал. Единственное, что я тебя придушил. Единственное, у меня даже сноха это видела по видео, что у меня вот здесь было все синее. Да. Признайся уже правду. Да. скажи, Скажите, ври, а. пожалуйста, вы как свекровь считаете, что ей нельзя ребенка отдавать? да? Нет, конечно, это вот постоянно вот такое. Она сейчас что, с похмелья опять, с запахом. Это 100%. Скажите мне вот еще, Любовь, Я что, слушаю. а Андрей-то справится с воспитанием? Да, справится. Ну там Не Юля справится, если он хорошая. даже Ну там Ольгу и я, бросил. и Юля, У там тебя все. и Таня плохая была. Да я что ты говоришь, плохая. Таня как У была тебя все хорошая, так и плохие. есть. Давайте мы внимательнее посмотрим, пожалуйста, на новую ячейку общества, в которой сейчас живет Богдан. Мы с Юлей, моей любимой девочкой, познакомились уже более полугода. Скоро нашим отношениям будет 7 месяцев. Я ее очень-очень сильно люблю и собираюсь ей сделать предложение после того, как разведусь с Еленой Леонидовной. Андрей у меня мужественный, замечательный. Когда я его увидела, поняла, что мой мужчина будет все. Понравился внешностью, уверенностью. Настойчивостью. Вот это в первую очередь была настойчивость. Он у меня сильный, сильный, очень сильный. Сейчас я вам покажу в децибелах, какой я сильный. Ну как? Молодец. В надежных руках? Солнышко, может, я сахарной ваты тебе возьму? Будешь? Буду. Аккуратно. Пойдем потихоньку. Спасибо. Солнышко. Опа! Прям балуешь. Я всегда радую, всегда гулять ходим. А вечером с Богданом Андреевичем ходим гулять. Даже если мама на работе, мы маму ходим, встречаем. Отношения у нас нормальные, романтические. Кушай мороженку. Ладно, Мне не надо. иди сюда. Научила? Вот такая у нас хорошая, дружественная, любящая семья. Я надеюсь, что это будет до конца нашего времени. Да, любимая? Да. Горько! Горько-горько. 6 лет назад ты мне такое же говорил. Явно не такое. Такое. Нет. Когда вы поженитесь, я вам предлагаю вот эту запись вместо вашей love story оставить. Сэкономите на операторе. Просто разрыв. Спасибо. Ну что, пора нам присмотреться внимательнее к новой девушке нашего героя. Юля, идите в студию, пожалуйста. Здравствуйте. Лен, мое мнение, если бы ты хотела ребенка себе забрать, ты бы так не вела и волосы бы рвала на себе, чтобы забрать ребенка. А я единственное знаю, где он живет. Если бы меня забрали Он ребенка, меня в таком один случае раз я бы за это всё бы время сделала, дал чтобы забрать приехать и ребенка. посмотреть на ребенка. Я пробыла там сутки. Хотя он сказал, я приеду на 2-3 дня. Я привезла одежду ему, игрушки ему привезла развивающиеся. Юля, мы посмотрели видео, все замечательно, но одно меня насторожило очень сильно. Не рано ли вы позволяете Богдану называть вас мамой при живой-то маме? Как ему меня называть, если ребенок 3,5 года не говорит мне слова, даже имени не может Благодаря папе. сказать. У него вид был испуганный, запуганный ребенок, испуганный. Развития никакого не было у него. Он мычал, он жестами, он до сих пор он показывает все жестами.
То есть он не разговаривает? Нет, он только мама, папа. Ага. В данное время еще ням-ням. А вы были у врача с ним? Я был у врача. У невролога? Да. И Что что он говорят? сказал? Ну, невролог сказал, что надо психику восстанавливать, психика нарушена. Но это после тебя психика нарушена, что ты руки распускал. Нет. Нет. Нет, после тебя все. Вот почему-то сейчас он нормальный ребенок, подвижный и сытый одет обут. Но я могу сказать, что любовь матери очень тяжело заменить, почти невозможно. И я хочу настроить вас на одно. Юриспруденция хорошо, суды замечательно, но никогда вы не дадите здоровое воспитание ребенку, если будете относиться к его матери так, как вы относитесь. То, что ребенка в любых спорах оставят с вами, я здесь даже не сомневаюсь. Но этого мало. То, что регулирует у нас семейное законодательство, это порядка 40% всего тех отношений, которые между вами возникают. А все остальное это то, что не регулируется нормами права. И я вот за эти 60%, за то, чтобы вы настроили какой-то контакт, и в случае, если вы увидите, что любовь матери победила ее зависимость, в этот момент эту любовь вашему ребенку нужно дать. И нельзя это ограничивать. Я готов. Спасибо. А так вам, пожалуйста, найдите общий язык между вами, и дай Бог вырастить вам здорового, красивого, замечательного малыша. Нашей съемочной группе очень трудно было установить, в какой отдел опеки обращаться, поскольку за то время, что вы перемещались, вы сменили их 5. И везде наследили. 5. Мы бы все 5 установили, если бы Лена от нас не бегала, повторяю. Она бухала и убегала от съемочной группы и не желала, чтобы мы ее снимали в таком виде. Поэтому нам удалось поговорить только с 3 отделами опеки. Мать, которая хочет вернуть своего ребенка, которую обвиняют в пьянстве, не остановила приезд съемочной группы. Она продолжала бухать и дала нам 0 информации, которая ей же нужна. Но кое с кем удалось поговорить. Давайте посмотрим. Ребенок у нас попал 23 февраля 2024 года в нашу больничку детскую, потому что мама была в нетрезвом состоянии, соседи вызвали полицию, и полиция поместила ребеночка в больничку, так как ребенок был в социально опасном положении. Папа в это время подрабатывал вахтовым методом. И по их заявлению, по всем предоставленным документам, дали разрешение забрать ребеночка. 12 марта им вернули ребенка. К этому моменту это они уже съехали с нашего района. О семье Красильниковых поступило сообщение о том, что на нашу территорию прибыла данная семья. В информации имелось сообщение о том, что были признаки злоупотребления мамой спиртных напитков и о том, что семья у них также состояла на учете в категории трудной жизненной ситуации. После чего, после сбора необходимых документов, семья была поставлена на учет. Осуществлялись патронажи в данную семью специалистами. Условия были созданы для проживания ребенка, и условия были созданы. Во время патронажа, когда здесь она проживала у нас, ни разу ее в состоянии алкогольного опьянения не заставали. В феврале 2025 года мы семью сняли с учета в связи с тем, что она переехала в Уйский район, и имелось подтверждение о том, что действительно семья проживает на территории Уйского района. А по поводу семьи Красильниковых? К нам в отдел она не обращалась. Она на учете-то у вас стоит или нет? У нас в отделе опеки эта семья не стоит на учете. Вот вы так хотите вернуть своего ребенка, а ни разу не обратились в органы опеки. Почему? Я звонила и в опеку, и в ПДН, и в полицию. Вы обращалась. заявление писали? Мне сказали договариваться с ним, но договориться с ним невозможно. Ну, понятно почему. Перед нами мама, которая хочет вернуть своего малыша, но при этом мамой не является. Почему? Потому что она, взрослая женщина, постоянно перекладывает ответственность. То на Андрея, который ее споил, то на органы опеки, то на то, что в том браке что-то было не идеально. И, к сожалению, самое страшное, Елен, если вы не начнете становиться честной по отношению к самой себе и не будете нести ответственность, я уверена, что ребенка вам никто не вернет. Андрей тоже непростой человек, и я понимаю, что в партнерстве с ним можно заработать алкогольную зависимость, но при этом все равно с себя ответственность снимать нельзя.
Лен, безусловно, хочется вам помочь, потому что, судя по той реакции, которая у вас происходит, глядя на ребенка, не часто такую реакцию встретишь в студии. Но при этом, когда сидит мама, которая плачет, при этом по факту ничего не сделав. Но я просто, знаете, как для сравнения, попробуйте у Юли забрать ребенка. Да, она, мне кажется, просто мир перевернет, но ни дня, ни 2 дня, как бы ты не сможешь от нее забрать ее малышей. То же самое там у меня, у многих матерей. Поэтому можно очень долго сидеть на этом диване, плакать и, собственно, просить о том, чтобы вернули, но нужно что-то делать. Потому что, опять же, вот, да, Богом даны, но вера без дел мертва. И вот здесь нужны дела. Ты готова поехать на реабилитацию? Вот там прям на длительный срок, чтобы начать изменять качественно свою жизнь. Потому что по всем фото, по всем видео, видно, что ты выпиваешь. Прости, но это видно, это не скрыть. Поеду. Да ты это уже говорила сколько раз? Прямо сейчас Я, поедете? Любовь Петровна, тебя как бы вообще-то не спрашиваю. Мы с Подождите, тобой вы вообще прямо как бы сейчас не поедете? Мы просто можем прямо после съемок поехать и начать лечение. На данный момент мне сейчас надо в квартиру свою съездить, закрыть. У меня там замок сломался, поменять. А Мне чё там там- просто бабулька присматривает за А что ней. там воровать-то? Там вещи. В любом случае мы будем на связи. Если Да нет, в будет любом желание, случае, готовность, послушайте, мы заберем. послушайте, этот замок починится, другой сломается. Нет, это же у очевидно. меня в совершенно. одной квартире Она не просто замок закодируется и сломался. не пойдет на лечение. Пойду. Нет. Знаете, Пойду. что я вам... Давайте я вам так скажу. Если бы вы просили о помощи, мы бы вам ее оказали. Навязывать вам помощь никто не будет. Все, что вы должны сделать, и вот этот адвокат сейчас подтвердит, прийти в органы опеки, написать заявление, что я прошу направить меня на лечение от алкогольной зависимости. В это время, не возражая, что ребенок проживает с отцом, когда вы принесете справку, что вы излечились, вы в суде будете решать, с кем будет жить ребенок. Но у вас в любом случае, даже если суд оставит ребенка у вашего мужа, у вас будет право определить порядок общения с ребенком. Но это вы должны делать, а не мы. Вы сейчас работаете? Нет, на данный момент нет, мне работу ищут. У вас все на данный момент. А сколько вы уже не работаете? Я в декрете сидела, а пока вот мы переезжали с квартиры в Вот квартиру, смотрите, я вы не не- могла ребенка отдать в садик, потому что мы вы по даже всему не Челябинску. работаете. Вот вы даже не работаете. Я подрабатываю. Подождите секунду, дослушайте. Официально, Вот да, вы я не даже не работаете. Вот знаете, мне вот Алина не даст соврать, если я сейчас не права, пусть она меня поправит. Люди, которые отказываются от алкоголя, для них первым шоком, одним из первых шоков становится то, сколько у них появляется времени. Вот если бы вы сейчас не пили, вы бы с ума сошли в 4 стенах без своего сына. Вы бы весь город, даже не зная адреса, перепахали своими собственными ногами. Вот я вам про что говорю. Вам 45 лет биологически, а ментально вам 13. Вы все время ищете оправдания своих поступков в других. Кто-то всегда виноват, кроме вас. Пока это будет продолжаться, как у ребенка. Тут выясняется, какая-то баба появилась непонятная. Так и больше не вернулся. На вот этой другой, как ее зовут? Вера. Вера. Он женился официально. Она его просто одурманила, околдовала. Прямо в одночасье все раз вот так вот. Может, он правда влюбился? Сыну 2,5 года. А какая-то женщина просто сейчас воспользуется. Она вообще кто? Она вообще никто. Это мой муж. Холодильник пустой, ребенок голодный. Вы лезете не в свое дело. Я тебе башку оторву за Ольгу и за внука. А что хочет она? Постоянно грозит. Заберу ребенка, у нас все условия есть. Ребенку нужен отец. Вы не верите, что это ваш внук? Ну, во-первых, Костя сомневался, поэтому у меня тоже сомнения. У Кости есть не только мама, но и папа, вы знаете об этом. Да. Мне кажется, у него совершенно другая позиция по поводу внука. Давайте у него и спросим. На экраны вышел долгожданный фильм «Август», который рассказывает о работе советских контрразведчиков в годы Второй мировой войны. В главных ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков. Смотрите во всех кинотеатрах нашей страны.